Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я покажу 3 способа затирки внешнего угла цементной затиркой. Ну и конечно же по окончанию работ поделюсь своим мнением, какой же способ мне понравился больше всего. Приятного вам просмотра! Итак, первое, с чего хотелось бы начать, это показать, с какой плиткой мне пришлось столкнуться. Плитка неровная, а точнее рельефная. Есть, так сказать, впуклости и выпуклости. И установить наружный декоративный уголок, конечно же, не лучшее решение. Поэтому пришлось сделать запил под 45 градусов, ну и соответственно придется его затирать. В большинстве случаев использую эпоксидную затирку. О ней чуть позже поговорим. Но на данном объекте мне пришлось поработать цементной, по некоторым обстоятельствам. Ну и как правило, перед затиркой швов, естественно, швы очищаем от пыли и грязи, замешиваем небольшое количество затирочной смеси и приступаем к заполнению швов. Но на самом деле швы я уже мою повторно, так как я все изначально вымыл и прочистил до затирки швов. Но из предыдущего ролика, если вы помните, то я затер швы сразу 2 цветами. Так вот, углы я затер в промежутке сразу же после светлой затирки, а потом же занимался темной. Но замешала, конечно же, не чуть-чуть, а намного больше, так как я проводить эксперимент буду не на всех углах, а только на одном погонном метре. Все остальные углы я затер сразу, так как доводить углы до идеала я буду 3-м способом. Ну а начнем мы, конечно же, с первого. Резиновым шпателем тщательно вдавливаем затирочную смесь шов до максимального заполнения. Способы заполнения разные. Можно с торца поставить шпатель, ну а вообще кому как удобно. Главное, чтобы шов был полным. А я скажу, что он полный. Потому что для каждого опыта я очищал швы от затирки малярным ножом. Итак, первый способ формирования угла резиновым шпателем. Способ в принципе рабочий, но есть ряд своих недостатков. С таким способом сильно не разгонишься. Немножко затер, почти сразу же нужно формировать шов. Если затирка высохнет, как сбоку у меня, то сформировать уже не получится. Но отличие между цементной и эпоксидной затиркой, цементную в таком случае хотя бы можно отмыть. С эпоксидной будет посложнее, если конечно не наклеить скотч по краю. Но и при этом не нужно путать плитку глянцевую с шероховатой. Но и в итоге шов мне не особо нравится, все равно есть небольшие косяки. А также все равно видны края плитки. Видны, так сказать, следы усадки и шероховатость шва. Этот способ чем-то схожий при работе с эпоксидной затиркой. Но эпоксидную в последующем дорабатываю и довожу шампунькой до идеала. И можно сделать красивый глянцевый угол, так как затирка как пластилин и можно легко подправлять. Ну в общем разница огромная. А самое главное прочность угла. А цементная тянется за шпателем, образует риски. Начинаю ее подправлять, добавлять, но все равно ничего хорошего не получается. Ну и естественно качество и прочность угла на уровне бюджетного ремонта. Но у заказчика есть выбор, кто-то хочет сэкономить, ну и так далее. В итоге шов получается таким. Есть небольшие углубления, а иногда ниже, чем глазурь. А когда светлая затирка, то эти темные края по обе стороны видно отчетливо. Такое ощущение, что швы грязные и недомытые. Поэтому этот способ отпадает. Во втором же способе я буду использовать губку. Разницы особо нет никакой, какую губку использовать, эффект практически один и тот же. Предварительно очистил шов и заполняю затиркой. Как только затирка чуть-чуть подстыла, начинаю формировать угол. В этом же способе есть как плюсы, так и минусы. Из плюсов это скорость, гораздо быстрее, чем со шпателем. Ну а из самых главных минусов – неправильное движение губки и затирка вымывается мгновенно. И в конце концов шов также получается шероховатый и неравномерный, как бы этого не хотелось. Ну и даже пальчиками сильно не исправишь. Поэтому этот способ в моем случае отпадает. Ну вот и третий способ, который мне нравится больше всего. Также есть ряд плюсов и минусов.
Также очищаю шов и заполняю затирочной смесью. Но в чем же секрет красивого шва? Многие, кто смотрит мои ролики, знают, что я часто использую ТВ-кабель для уплотнения формирования швов. Но только не сегодня. Сегодня, как ни странно, я буду использовать наждачную бумагу с 320 зерном, можно еще мельче. В итоге заполняю шов и наношу с небольшим запасом и оставляю до полного высыхания. Конечно же, максимально начисто убираю излишки по краям, чтобы меньше мыть на следующий день. А так как у меня не 1 метр затирать, а гораздо больше, то есть смысл заморочиться. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. На следующий день, когда затирочная смесь застыла, беру 320-ю наждачную бумагу и приступаю к работе. Легким движением влево и вправо и с небольшим усилием формирую шов. Как только наждачная бумага касается краев плитки, продвигаюсь дальше. И еще в чем плюс, удобно обрабатывать места, где на плитке имеются ямки, ну или рельефность. Так в чем же плюсы данного способа? Первое. Первый день наносим затирочную смесь на все углы и идем заниматься более важными делами. А точнее укладка керамогранита на пол в другой комнате. Второе. На второй день, за короткий промежуток времени, наждачной бумагой формирую шов и дальше занимаюсь другими делами. И третье, шов получается гладкий и ровный, именно такой, какой я и хотел. Ну и опять же, для таких работ лучше, конечно же, использовать эпоксидную затирку. Углы получаются намного лучше, чем с цементной. Но краш-тест я устраивать, конечно же, не буду, хотя можно, но не на этом объекте. Как вы знаете, нет запасной плитки. Но на самом деле с таким способом тоже можно испортить шов, но с меньшей вероятностью. А огромный плюс в том, что при обработке углов с рельефной плиткой легко обработать все неровности. Стоит немного согнуть наждачную бумагу в полукруг и вперед. Главное не перестараться. Ну и конечно же, где же минусы? Минус только один. Много пыли при зачистке, но оно того стоит. Но и также зачищаю все остальные швы. И в этом способе, что хорошо, даже если приступить к зачистке на следующий день, а там на второй, на третий день, то ничего страшного. Наждачкой все равно все можно исправить. Ну а после зачистки домываю губкой. И уже не страшно, что затирка будет вымываться. Она остается на своем месте без изменений. И вот вам результат. Затирка четко по краю глазури, без видимых усадочных моментов и углублений. Ну и конечно же не видно темных краев. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ну и свое мнение можете выразить в комментариях. Какой же способ понравился больше всего. Скоро увидимся.